Ты чё у нас тут? Решил поселиться совсем? Сегодня тоже пришел? Ух ты, дружок хитрый. У нас сегодня тепло, но очень-очень сильный ветер. Очень сильный ветер. Да, 12 градусов. Но ветер такой, как будто бы вот прям напоминает Крым. Как будто бы с моря ветер. У нас тут товарищ один решил прям поселиться. Кот приходит теперь каждый день. Да, ветрено очень. В общем, закрываем наши ролеты. Все равно дует. Ладно, ниже не буду закрывать. Такой вот малыш к нам теперь каждый день приходит поиграть на нашей террасе. Покушать и поиграть. Да, вот так вот. Вот какой я хороший, да? Возьмите меня к себе. Иди посмотри, что у тебя тут гости пришли. Слушай, этот маленький, бесстрашный просто какой-то. Он нашего вообще не боится. Подошел, понюхал его. Ты не боишься ничего, да? Тимофей, разберись, это твои игрушки. Скажи, я взрослый, мне не жалко. В общем, этот гость к нам повадился теперь каждый день ходить. Есть из миски кота нашего. Да? Из миски кота нашего ты ешь? Ты бесстрашный котик? Ты красивый, ты хороший, ты хороший. Ладно, все, ребята, разбирайтесь тут сами. Мы пошли по делам. Все. Всем привет! Вы на канале Дубль 2. Я Галина. Сейчас мы собираемся, едем опять в центр города. Нам нужно в туристическую организацию, которая так называется. В общем, расскажу потом поподробнее, что мы от нее хотим, что мы хотим там узнать. Я пытаюсь развить продажу своих картин. Вот нахожу различные способы, которые здесь возможны. Вот, и один из способов еще нужно вот съездить в эту организацию и выяснить, помогут они мне чем-то или нет. Вот, так что мы сейчас собираемся. У нас с утра сегодня произошел такой казус, сейчас по-быстренькому расскажу. В 8 утра звонок в дверь. Вот, мы еще спали. Мы сейчас себе позволяем подольше поспать, не как раньше, потому что мы безработные. Вот, я 10 лет отработала в Подмосковье на фармпредприятии, занималась сертификацией продукции, выпущенной, в регистрации ее в Росздравнадзоре. Вот, и моя работа начиналась с 8 утра, то есть, ну, естественно, встать раньше, собраться, доехать еще, примерно час уходил на это. То есть я вставала там в 5 с чем-то.
Сейчас я отрываюсь пока без работы, сплю. Вот. В общем, что я хотела рассказать. В 8 утра звонок в дверь, сын встал, подошел, посмотрел, говорит, люди приехали, которые нам устанавливали отопление, котел делали, и разводку по квартире, в общем, наше отопление. От этой организации двое. Я говорю, а что они хотят? Мы же уже давным-давно все сделали, уже забыли про это, про все. А у нас была такая недоделка небольшая осталась. Когда мы попросили еще давно, когда нам его устанавливали, ее доделать, собственник этой компании как-то все это как сказать, замылил все это дело, в общем, как будто бы ни да, ни нет не сказал, и ну, просто уже ничего не стал доделывать. Там регулятор есть ручной, который, в принципе, нам не нужен, мы пользуемся термостатом. У него от производства, производственный брак, там смещены немножко ну, вот эти вот показатели 1, 2, 3, там, то есть регулировка. И это брак такой производственный. То есть нужно менять вот эту штучку саму. Ну, нам в прошлый раз так сказали, ну, возьмите там маркером, дорисуйте, и все будет хорошо. Вот, то есть очень культурно намекнули на то, что менять ее никто не будет. Ну, в принципе, мы ей не пользуемся ручной регулировкой, мы знаем, насколько там смещено. То есть, в принципе, это небольшая проблема, но так как это стоит немалых денег, конечно, мы хотели устранить эту проблему, чтобы все было идеально. Но нам намекнули, что вряд ли. Ну и тут у нас мысль, естественно, первая возникла в том, что, может быть, люди все-таки созрели и решили поменять нам. Вот, потому что когда-то давно мы об этом говорили, и мы им открыли дверь, они зашли, стали сразу там открывать, а, что-то делать. В Сербии особо не принято разуваться, когда заходят рабочие что-то делать. Они всегда проходят в обуви. И когда у нас шла здесь вот, как сказать, обживались мы, то есть это была бесконечная уборка, потому что одни заходят, другие выходят, и все никогда не снимают обувь. И я убиралась по нескольку раз в день. И тут я уже выдохнула, потому что все хорошо. Ну вот пришли ребята, снова, естественно, в обуви везде ходили, где им там нужно было. Вот, что-то там стали открывать ванный кран, сливать воду. И самое интересное, потом выясняется, они нам говорят, а в чем проблема? Мы говорим, какая проблема? У нас нет никаких проблем. Но вы же звонили, заказывали, чтобы мы приехали. Мы говорим, нет, мы не звонили. Мы когда-то давно говорили о том, что у нас неправильно вот этот вот, поменять его нужно. И все, мы подумали, что вы все-таки через какое-то время решили приехать, поэтому и открыли вам дверь. Мы не вызывали вас. В общем, оказывается, вернее, не оказывается, я-то об этом знаю, но они ошиблись, пришли в нашу квартиру ошибочно и стали сразу что-то делать. Вот, а потом выяснилось, что они просто ошиблись. Им сказали, русские из этого дома, но, как я вам уже рассказывала, у нас 2 семьи русские, и самое интересное, что женщину из второй семьи, из русской, москвичку, тоже зовут Галина. Как вам известно, я тоже Галина. То есть им сказали, русская квартира, вот по этому дому Галина. И они решили в первую очередь зайти ко мне. И почему-то у них не возникло даже мысли, что, может быть, это еще вторая русская квартира, тоже там Галина. Вот, в общем, вот так вот. Но они нам подкрутили, давление добавили, раз уж так уж получилось, что они пришли, разбудили нас, как бы, вот, хотя бы что-то решили все-таки сделать для нас, извинились и ушли. Вот, так что вот так тоже бывает. Все, мы побежали делать дела, потом расскажу, чего-то я добилась в этой организации или нет, все расскажу. Столько здесь всяких вкусняшек. Идет мелкий-мелкий дождик. Но мы зонтики взяли.
Вот, мы подошли к такому старинному локомотиву. Он под крышей. Мы просто купили слойки вкусные. Сейчас с чаем хотим перекусить немножко. И здесь под навесиком можно остановиться. И заодно рассмотрим локомотив. Какой-то он маленький. Такая ступенька. Сюда забирались. Не знаю, видно что-то было или нет. Я попробовала. Рудник угля написано, но на угле. Я только понимаю, что он работает. Обновлено в 2010 году, то есть восстановлен был, реставрирован в 2010 году. Все, мы пошли чай пить. Ну, там еще такая церквушечка красивая. Я к ней попозже тоже подойду. Вот там остановка. Мы отсюда тоже можем доехать домой. Такие ангелы наверху под куполом. Красиво. Одни автобусы ходят один за другим. Такой кустик. Волосы у него отросли, ему нужно давно в парикмахерскую сходить. Был шарик красивый, но оброс.
Мы сегодня зашли в отделение полиции, там, где делают ВНЖ, там, где делают белый картон, для того, чтобы узнать один важный вопрос наверняка. Не со стороны разных мнений, в общем, подписчиков наших там и так далее, а наверняка. Расскажу позже, что мы узнали. Туристическая организация. В общем, мы снова сюда пришли. В прошлый раз она не работала. Вот, для того, чтобы узнать возможность продавать мои работы. Как это называется? По-сербски забыла слово. В общем, такие деревянные домики, которые не как я сейчас пытаюсь продавать, а привожу, увожу работы свои, а в них можно разместить свои работы и не таскать их туда-сюда. В общем, такие специальные домики. Но мы выяснили, что когда-то эти домики были отданы уже в аренду и лишних пока нет, но нам дали шанс, сказали, что возможно, если что-то решится, если будет какой-то вариант такой домик приобрести, то позвонят. Вот, в общем, как бы не отсутствие результата, не полный отказ, но какие-то шансы, может быть, и будут. Мы проходим сейчас мимо еще один дом здравия. Это платная клиника. Медиагрупп называется. В общем, мы там были. Что хочу сказать. Нет смысла обращаться в платную медицину в Сербии, потому что качество ее практически такое же, как бесплатное. Только бесплатное это бесплатное, а здесь без очереди, в красивом помещении. Пожалуй, все плюсы. В общем, там работают те же самые специалисты, которые в бесплатных поликлиниках государственных. И качество точно такое же, только вы заплатите в несколько раз дороже. Это действительно очень дорого. Прием, например, такого специалиста, как невролога, стоит там 6 тысяч динар. Терапевт стоил что-то около 4, по-моему, 4 тысячи. В общем, цены высокие. Качество то же самое, что и бесплатно. Нет никакого смысла, только если бесплатная медицина не может предоставить какую-то услугу, например, такую как МРТ. Вот, хотя тоже там может предоставить, но там есть нюансы. Сложно, я так поняла, ее заполучить. Вот тогда есть смысл обратиться. А к специалистам я поняла, что нет никакого смысла, потому что все то же самое. В государственной поликлинике можно получить практически бесплатно, то есть стоимость страховки. Ленинград, Биоскоп. Это кинотеатр в центре. Не знаю, может быть, он небольшой, мы там не были ни разу. А это реклама, что здесь идет. Аватар 3D.
Зверополис диснеевский. В общем, здесь расписание с 22 по 28 января. Вот такой маленький магазинчик мы приехали. Мне нужно для моих картин заказать рамку. Вернее, пока для одной картины, которая нестандартного размера. Я не могу купить ее в магазине. Она 50 на 35. И вот мы созвонились с собственником этого маленького магазинчика. Ну, типа мастерская багетная. Хотим посмотреть, что почем. Сейчас ему позвоним. Он подойдет и откроет магазин. Вот бизнес, я так поняла, работает так. Вот дверь на замке. Он не сидит здесь постоянно. Он на телефоне. Здесь висят его контакты. Если кому-то нужно, просто ему звонят, и он откуда-то подходит. Вполне возможно, что он даже живет в этом доме. То есть он просто подходит сюда, в мастерскую, и предлагает, что у него есть. Вот так работает здесь бизнес. Какая интересная машина. Сейчас я даже не знаю, как она называется. Сейчас сын загуглит. Как? Како? Volkswagen Beetle. Интересно, какого она года? Ну, тут какие-то 72-й нарисован. Вот увидели красивые ворота такие. Хочу снять. Какая ковка богатая. Красивая. Мы идем в магазин Макси. Я хочу купить мясо. Его здесь можно купить куском, и тут же его перекрутят в фарш. Хочу делать пельмени домашние. Ну, какие яблочки. Почем они? Яблоки Айдарет 149. Делишей 140. Гольден тоже 140. Картошка 67. 94. 54. 54 отличная картошка. Надо взять. Ладно, пошли мясо смотреть. Хлеб 57, 79. Есть и дорогой 140. Багет 60.
Еще в один наш магазинчик сейчас зайдем. Он называется Такиянка, но я ее все время Такильной называю, потому что не могу запомнить название. Здесь очень вкусные яблоки и недорого. Вот в магазине Максима купили мясо. Это свинина. Лопатка 399 динар, 725 грамм. Килограмм 550 получается. Вот. И взяли еще мясо отдельно. Оно было по 600 с чем-то. Да, 600 или 600 чем-то. В общем, 1,5 килограмма я взяла на 983 динара. Там система такая. Ты выбираешь кусок мяса, и тебе тут же его измельчают. То есть мелят называется по-сербски. Мясорубки в большой. Вот. И, в общем, у тебя готовый фаршик. Очень удобно. Хлебушек 88 динар. Яблоки по 115 динар за килограмм. Картошка по 65, кажется, динар. Кстати, качество очень хорошее. Ой, не развяжу сейчас, неудобно. В общем, она хорошего качества. Крупная, беленькая, чистая. Попкорн, как всегда, 250 динар. Частенько мы его берем. Сын любит. Вот. И в пекаре, про которую я рассказывала, сняла там всякие вкусняшки. В общем, мы купили одна, это такая сосиска в тесте, и 3 слойки с малиной. Вот так они выглядят, слойки с малиной. Одна сломалась. В общем, они по акции. 80 динар одна штучка стоит. Если берешь 2, то третья бесплатно. То есть 3 штучки за 160 динар. Мы их уже брали, они вкусные. И для пельменей прочитали, что лучше брать муку Т400 на тесто для пельменей. Вот, в общем, пачечка стоит килограммовая 52 динара. Вот, в общем, все. Мясо в Сербии всегда упаковывают вот в такую бумагу, а потом уже кладут в целлофан. Вот, в целлофан просто никогда не кладут. Ни куриные окорочка, ни грудку, ни мясо, ни куском, ни фаршем. Всегда сначала в бумагу упаковывают вот так вот, а потом уже в целлофановый пакетик. Всем привет! А мы тут плюшками балуемся. В общем, эта плюшка была куплена в Лидле в полуфабрикат. То есть она была готовая, внутри была начинка, ее нужно было только выпечь в духовке. Стоит такая слойка, это слоеное тесто. Тесто очень нежное. Мне, конечно, очень понравилось. К лету, конечно, хочется на диету сесть. Ну, пока не получается. Вот, слойка с вишней, где-то, я думаю, что она весит грамм 400, наверное. Полкило не похоже, но 300 тоже вроде как маловато. Начинка вишня у нее, и стоила она 110 динар. Вот, мы еще не пробовали, я только ее выпекла. Но вообще мы пробовали другую выпечку. Берем круассаны, такие же, как полуфабрикаты, их только нужно испечь в духовке. И они были очень-очень вкусные. Надеюсь, что это тоже будет. Значит, что я хочу сегодня вам рассказать. Как я уже говорила, мы ходили в такую компанию, она называется «Туристическая организация города Ниш», в которой, как я уже сказала, мне пока не отказали, но дали надежду, что, может быть, появятся свободные домики, которые я могу использовать для того, чтобы разместить там свои работы. Домики эти стоят на территории крепости. Там очень много людей гуляет. Летом там проходят различные и концерты, мероприятия. В общем, там постоянная движуха. Место очень получается хорошее.
Вот. Сейчас свободных домиков нет, но дали надежду, что, возможно, они появятся. Вот. Значит, что еще? Мы зашли в отделение полиции для того, чтобы выяснить один очень важный вопрос. Потому что мнения писали разные. Нам одно мнение было сказано нашим экспертам, другие мнения звучали от подписчиков, от наших, и все-таки мы пошли просто в полицию, чтобы узнать все из первых, как говорится, из первых рук информацию. Мы спросили, задали такой вопрос. Если мы получили ВНЖ на основании покупки жилья, можем ли мы, если нам предложат работу, например, в другом городе Сербии, переехать в этот другой город, вас просто оповестить об этом, что мы не скрываемся, мы не пропали, мы не уехали из страны, мы просто переехали в другой город, чтобы там работать. Не потеряем ли мы при этом ВНЖ? Не будет ли каких-то проблем? И нам дали абсолютно однозначный ответ, что никакой проблемы нет. Вот. Я раньше считала, что обязан человек жить в той квартире, где он получил, на основании которой он получил ВНЖ. Но оказывается, можно действительно просто уведомить отделение полиции о том, что вы по работе переезжаете в другой город жить, и там уже на новом месте, в другом городе, зарегистрироваться. Это обязательно. То есть если вы переехали и зарегистрировались там по этому месту жительства, то есть это не прописка, как в России. Эту регистрацию можно также легко получить в полиции. То есть ваш адрес просто поменялся на временный адрес в другом городе. Я так поняла. То тогда никаких проблем нет. Если вы не зарегистрировались и к вам пришли, проверили, вы здесь не проживаете в своей квартире, уехали в другой город, но не зарегистрировались, это проблема. За это могут лишить ВНЖ. Если вы зарегистрировались, никакой проблемы нет. Вот, поэтому, конечно же, это обрадовало, потому что это расширяет возможность поиска работы, например, в Белграде. Но пока не буду забегать вперед, рассказывать все, но вполне возможно, что с работой в нише у нас тоже все получится, все будет хорошо. Вот, уже наметки кое-какие есть. Ну, в общем-то, чтобы люди знали на будущее, вот в городе Ниш нам в полиции дали такую информацию, что возможно, но главное зарегистрироваться по новому месту жительства. Хочу вам также напомнить, пожалуйста, кто смотрит мое видео, подписывайтесь на мой канал. Я понимаю, что можно просто смотреть, но для того, чтобы мой канал дальше развивался, так уж устроен YouTube. Мои зрители должны быть на меня еще и подписаны. Поэтому большущее спасибо всем тем, кто уже подписался, всем тем, кто смотрит мой канал, пишет свои комментарии, ставит лайки. Хорошие комментарии, не очень хорошие. Пожалуйста, пишите все, что считаете нужным. Вот. Но просьба, конечно, большая. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Будем покрывать картину домарным лаком. Он защитит краски масляные и также придаст однородность и блеск. Картину оставляем сохнуть на террасе, потому что, как я уже рассказывала, домарный лак имеет очень резкий запах. Там входит в состав смола. Вот, поэтому здесь ветерок гуляет хорошо, все проветривается. Самое главное, чтобы наши гости, коты, мне не испортили картину, потому что они повадились сюда ходить.